Привет, Cover Project! Я дизайнер Татьяна Оленина, и сегодня мы с моим супругом Владимиром Красильниковым покажем свой дом и расскажем о том, как нам здесь живется. Привет, Cover Project! Добро пожаловать к нам в гости! Когда мы открыли дверь именно этого пространства, возник эффект исключительности, который в нас уже был, в нас обоих. То есть мы прям сказали: да, это то, что нам надо. Пространство нас покорило тем, что тот объем, взгляд, который идет в перспективу, вид за окном, они вместе сливались и создавали необъятность. Казалось бы, пространство небольшое нас ограничивает, но ощущение, что мы вырвемся за это. Наш интерьер, безусловно, про нас, про наше внутреннее состояние, про то, как мы любим мир вокруг нас, как мы его чувствуем, как течет река рядом с домом, как шумит Москва, как мы о чем-то философски рассуждаем. В общем, это про наше глубинное внутреннее состояние. Ощущение того, что пространство может тебя увлечь, а вот увлеченность пространства, наверное, начинается со звезд, с неба. И вот эта темная субстанция бесконечности и в то же время прозрачности, и это завораживает. И когда ты из этой субстанции еще можешь куда-то посмотреть и увидеть перспективу, наверное, вот это меняет у людей впечатление о темном, а даже сказать о черном цвете и о черном цвете, в котором ты можешь жить. И поэтому многие, кто приходил к нам, говорили, что да, мы тоже так хотели, нам это интересно, что оказывается, это тебя никак не сковывает, а наоборот даже раскрепощает и уводит тебя в какие-то мечты, фантазии, в какой-то полет. Черный цвет для меня – это такая целая философия, понимание, как ты себя чувствуешь в таких темных красках, густых. Человек в этом цвете выходит как бы на первый план, и ты чувствуешь себя ярче, может быть, драматичнее, может быть, целостнее. Черный цвет, он, конечно, обязывает, заставляет аккуратнее относиться и внимательнее к своему пространству. Но и пространство отвечает этим. То есть это такая созвучность энергетическая. Это не просто про цвет и не просто про краску. Это скорее про глубину. Для понимания всех оттенков или чего мы хотим, или что нам нравится, здесь даже не надо идти в какие-то учебники. Дело в том, что каждый материал, он по-своему впитывает черный, да, или другой темный цвет. Здесь как раз сочетание фактур дает нам оттеночность. И свет, который проникает в помещение, естественный, и свет, который мы как-то организуем внутри пространства, он помогает раскрыть все оттенки. Поэтому можно не гадать и не идти, что там светлее, серее, там угольнее или еще как-то, а как-то будет вам подсказывать материал каждый, какой лучший оттенок. Вот фактура и оттенок, они будут друг другу помогать. Для нас важно было наполнить свой дом коллекционным дизайном, все-таки предметами, которые дышат, которые сделаны руками, и их немного. То есть это такие авторские, очень личные вещи, которые говорили бы о нас точно так же. Среди этих предметов есть пару объектов из такого соляного конгломерата от Роксаны Лахиджи. Есть несколько предметов такой вулканической, керамической фактуры от Николаса Вульфа. В нашем доме есть несколько предметов коллекционного дизайна, придуманных нами.
и созданных в мастерской Сергея Карташова специально для нас. Это прекрасные длинные такие арт-объекты на колоннах, мы их называем весла, очень вторит хорошо реке рядышком за окном. И большой арт-объект, который стоит около стеллажа ТВ, тоже такой многофактурный, сложный и объемный. Вообще мы двигаемся в сторону создания личных предметов и наполнения ими наших проектов. Среди готовых предметов, которые мы выбрали для нашего проекта, это диван от Baxter, кровать той же марки, это скамья Дениса Милованова, который сделал он специальное зеркало, в том числе во входной зоне для нашего проекта, стол длиной 3 метра, где мы встречаем гостей. Партнерами в этом проекте была компания «Краски», модная, современная, профессиональная команда, с которой очень комфортно работать. Общая площадь квартиры 104 квадратных метра. Это прямоугольник, с 2 сторон окна в пол, и 1/4 этого пространства выделена под, так скажем, технические помещения. Это входная зона, здесь шкаф для верхней одежды, ширина коридора 1,10 м, мы двигаемся в сторону гостиной. С левой стороны есть проход, главный санузел и в спальню. Справа гостевой санузел, маленькая постирочная, и слева наша гардеробная. Большую часть пространства мы отдали общей зоне гостиной, столовой, кухни и спальни. Это единое пространство, объединенная между собой. Здесь есть поворотные двери, которые отделяют какую-то часть квартиры, часть пространства друг от друга, но при этом в закрытом состоянии, когда двери стоят вдоль стен, мы чувствуем единство объема, воздуха. Важное, что удалось нам сделать в нашей квартире, это круговой обход от входной зоны коридора к гостиной, столовой, кухне и спальне, с выходом через главный санузел опять во входную зону. При выборе искусства у нас есть фантазии, есть воспоминания, есть сегодняшний день. И вот самое для меня, естественно, когда я могу вот это все соединить в том произведении, которое мы возьмем к себе в дом. Поэтому вот Кирилл Челушкин с его фантастической такой подводной лодкой, как транспортным средством какого-то будущего, где может быть все в воде, да, и мало суши, и поэтому такой гигантский объект в виде подводной лодки, который что-то перевозит людей, и эти машины, которые по этим дорогам фантастическим перемещаются, да, такое гипертрофированно большое с гипертрофированной маленькими и почти одинаковыми машинками, да, это такая фантазия. Поэтому картины в темном пространстве, они особенные. Здесь либо надо выявить яркими пятнами, либо пойти по пути того, что они должны быть тоже таинственно манящими. И вот я думаю, что мы с Татьяной как раз и пошли по пути такого манящего, таинственного.
Александр Морозов с его чудесными трамваями, такими фантастическими, немножко мистическими, просто вплыл, вошел в наше пространство своей такой мощной энергией. И удивительно, что вот эти трамваи, которые там изображены, в которых сидят люди, какая-то дымка, какое-то поле, даже немножко ромашки я чувствую, очень пересекаются с теми трамваями, которые мы видим за окном, которые плывут по Москва-реке. И особенно вечером с огоньками это очень чувствительно, очень романтично и очень с нами созвучно. Приехав в галерею Марины Гисич в Питер, мы так много, серьезно выискивали, выбирали работы для нашего проекта. Не для нашей квартиры, а для текущего проекта. И вот как-то Володя, не знаю, ощутил, почувствовал, что-то его привлекло в одном из уголков, где лежало много-много работ. И, в общем-то, мы когда достали эту работу, она абсолютно сразу общее было ощущение, что это Володина и мое, что это наша работа. И уже потом, когда мы ехали в поезде домой, возвращались из Питера в Москву, я вспомнила, что мой дедушка работал в трамвайном депо всю жизнь. И это, в общем, знаете, какой-то такой отсыл к семейным каким-то воспоминаниям тонким. И, в общем-то, я немножко даже всплакнула, потому что удивительно, как мы выбираем сердцем. В холле у нас находится картина Виталия Пушницкого «Мастерская». И вот это состояние поиска, которое вокруг этого светлого пятна, которое символизирует, что еще ничего не рождено, но уже фантазия есть, и тот беспорядок, который у человека творческого вокруг для того, чтобы изобразить ту фантазию, которая будет, это и как раз символ нас, как творческих личностей. При этом вот это светлое пятно играет еще такую интересную роль освещения всего пространства холла. И когда у нас круговой обход и открытые двери, то мы видим это яркое пятно, и оно нас уже куда-то зовет. Нас двое, но мы любим принимать гостей, друзей, и поэтому у нас 3-метровый стол, 3-метровый остров, за которым мы любим готовить. И при планировании помещения мы его таким образом расположили, чтобы все участвовали в процессе гастрономического вот этого наслаждения. И готовящий всегда мог видеть и людей, и все, что творится за окном. И чтобы вот этот процесс не отвлекал от каких-то бытовых неприятных мелочей, типа какого-то нехорошего состояния шкафов, ящиков и так далее, все продумано до мелочей досконально. И в то же время каждый предмет доставляет удовольствие взять его в руки. В гастрономии тоже есть элементы искусства, и любая еда должна быть красиво и оформлена, и быть на соответствующей посуде. Поэтому мы комбинируем. Часть посуды у нас брутальная, ее сделала Ольга Мун в виде таких каменных каких-то чаш, тарелок. И вторая, более мягкая, это сделала Татьяна Звягина. И, безусловно, очень важно вместе накрывать на стол. И поэтому сервировка как рабочего места, так и сервировка, где мы едим, она очень важна и доставляет очень большое внутреннее удовольствие, что мы сопричастны друг с другом и что-то творим, подсказывая друг другу, что вот так будет интереснее, так будет на этой тарелке эта еда будет эстетичнее смотреться, да и приятнее. Поэтому мы очень любим сервировать красиво и готовить красиво. Все надо делать с любовью. И от очага до стола все должно быть наполнено эстетикой и тем,
что мы заранее думали о том, что мы будем делать. И поэтому каждая точка этого пространства должна быть наполнена мыслью и вот этой любовью, что мы принесем счастье другому человеку. Рецепт нашего вообще создания интерьера мы с течением времени, с созданием множества проектов как-то выработали. Это очень хорошая архитектура, которая несет в себе обязательно воздух, масштаб и сложность. Это высокого уровня столярные изделия, которые могут быть и частью архитектуры. И это предметы коллекционного дизайна и современное искусство. И вот это последней части должно быть преобладающее количество, потому что мы все двигаемся в сторону все-таки каких-то авторских проектов и хотим, чтобы дом очень сильно проявлял людей, которые там живут. Надеюсь, что у нас это получилось, что мы здесь очень-очень проявлены для всех наших друзей, гостей, кто сюда приходит.